Всем привет! Сегодня давайте поговорим про плохие дни. Плохие дни случаются у каждого человека, и иногда кажется, что неприятности будто специально складываются в цепочку, которая тянется от самого утра до позднего вечера. Именно такой день выпал на долю Дины, которая проснулась с ощущением, что что-то идет не так, хотя еще ничего не успело произойти. Она даже не подозревала, насколько долгим и утомительным станет этот день, и как много мелких, но неприятных событий испортит ей настроение. Однако именно такой опыт помогает понять, что ни одна череда неудач не длится вечно, и что самое важное – это уметь отделять временные трудности от действительно серьезных проблем. Утро началось с того, что Дина не услышала будильник. Обычно она просыпалась по первому сигналу, но сегодня телефон почему-то не издал ни звука, и она открыла глаза только тогда, когда на часах уже было слишком поздно. Времени на спокойные сборы не осталось. Ей пришлось быстро одеваться, торопливо чистить зубы и одновременно пытаться собрать в рюкзак нужные тетради и распечатки. Нервничая и спеша, она случайно уронила открытый тюбик пасты прямо на футболку, оставив заметное светлое пятно. Уже раздраженная, она вытерла его как смогла, но след все равно остался, и Дина почувствовала, как ее настроение стремительно ухудшается. Пытаясь не думать о неприятностях, она выбежала из дома, но на лестнице по неосторожности выронила телефон. Он ударился об угол ступени, экран звякнул, и когда Дина подняла его, увидела тонкую, но отчетливую трещину. Это была не катастрофа, но неприятное начало дня усиливало каждую мелкую проблему в несколько раз. Она ускорилась, надеясь хотя бы успеть на автобус, но едва подошла к остановке, двери перед ней закрылись, и автобус уехал. Ей пришлось ждать следующий на холодном ветру почти 10 минут, и за это время она успела сильно промерзнуть. Когда, наконец, подъехал следующий автобус, оказалось, что внутри почти нет свободного места. Люди толкались, спешили занять места у дверей, кто-то наступил Дине на ногу, кто-то задевал ее рюкзак. Поездка была шумной, неприятной и тесной, и она только сильнее устала, хотя день толком еще не начался. Добравшись до университета, она поднялась ко входу, но на лестнице споткнулась о собственный шнурок и упала на ступеньки. На нее обернулись несколько человек, но никто не подал руку, и от этого стало стыдно и еще более неловко. На первой паре Дину попросили ответить на вопрос, и хотя она готовилась заранее, она не смогла ничего сказать. Оказалось, что нужные распечатки остались дома, и ей нечем было подтвердить свои слова. Преподаватель сделал замечание, студенты переглянулись, и Дина почувствовала, как в груди нарастает тяжесть. Она и сама понимала, что виновата, но это не облегчало ситуацию, а только усиливало нервозность. Во время перерыва она пошла в столовую, надеясь хотя бы попить вкусный кофе и взбодриться, но, взяв стакан, случайно пролила горячий напиток себе на рукав. Пятно быстро расползлось, и рукав стал липким и пахнущим кофе. Дальше все шло так же плохо. Она потеряла свою любимую ручку, которой пользовалась много лет, и это почему-то сильно ее расстроило. На фоне усталости, голода и раздражения любая мелочь приобретала слишком большой масштаб. Потом она поссорилась с подругой из-за пустяка. Подруга сделала замечание, которое в другой день показалось бы безобидным, но сегодня Дина восприняла его как критику и резко ответила. Разговор стал неприятным. Обе подняли голос, и хотя конфликт можно было легко избежать, он все равно произошел. Дина ушла, чувствуя вину, но не в силах извиниться сразу, потому что эмоции буквально переполняли ее. Вечером, когда она возвращалась домой, произошла еще одна неприятность. Она зацепилась карманом куртки за металлическую ручку двери в подъезд, и ткань громко порвалась. Куртка была новой, и этот звук будто окончательно подвел черту под ее терпением. Она вошла в квартиру мрачная, злая и измученная. Казалось, что весь день был направлен против нее. Даже дома не все пошло гладко. Интернет отказывался грузить страницы, видео не открывалось, а сообщения отправлялись с задержкой. Именно в этот момент Дина не выдержала и расплакалась, выпуская накопившееся за день напряжение. Когда слезы закончились, она почувствовала сильную усталость. Она разогрела ужин, поела, а затем приняла горячий душ, пытаясь смыть с себя напряжение и накопленные эмоции. Позже, листая новости в телефоне, она увидела, что в соседнем районе потерялся маленький ребенок. Дальше заметка о серьезной аварии, где кто-то погиб. Затем
Пост о том, что известному блогеру поставили страшный диагноз. Эти новости заставили ее задуматься. Ее плохой день, полный неприятных мелочей, вдруг показался не таким уж катастрофическим на фоне того, что действительно может случиться в мире. Она подошла к окну, открыла его и почувствовала запах ранней весны. На горизонте медленно гас вишневый закат, окрашивая небо в мягкие оттенки розового и оранжевого. Воздух был прохладным, но свежим, и в этой короткой минуте тишины все пережитые за день эмоции словно начали растворяться. Она поняла, что этот день был просто неудачным, но он не определяет ее жизнь. Ничего по-настоящему страшного с ней не произошло. Ей просто нужно лечь спать пораньше, дать себе передышку и начать новый день с чистого листа. Такая мысль принесла ей облегчение, и тревога постепенно ушла. Плохие дни случаются с каждым, и у них есть одно важное свойство – они заканчиваются. На смену им приходят обычные или даже хорошие дни. И именно это помогает сохранять спокойствие. Дина уснула с пониманием, что завтра будет по-другому, и что иногда достаточно одного спокойного вечера, чтобы вернуть себе равновесие.